Не знаете, как остановиться в покупках всевозможных девайсов и рюкзаков? Я сегодня с рюкзаком. Куда вообще движется современная технология и снаряжение? Это про материалы. Туда она вообще происходит или нет? Они не меняют эту рецептуру. Но есть, наверное, какой-то в этом подвох. И про энергию. Как вы не спорите, и про физику. Но это так и есть. Друзья, привет. Ума сегодня отдыхает, его сегодня нет. Супер короткое видео по выбору сумок, рюкзаков и прочей амуниции для вашей жизни, пока его вы не берете в прокат. Друзья, прежде чем что-то покупать, особенно сумки или продукты, или еще прочее, вам нужно понять, куда вы это все будете складывать. Я назову 5 признаков, которые вам в любом варианте позволят выбрать сумку, рюкзак и прочую амуницию, которые позволят вам комфортно передвигаться. Кому-то, может быть, пригодится. И бросаете эти сумки, начинаете искать, что вам пригодно для ваших путешествий. А кто я такой, чтобы давать советы? Ну, а кто не знает, я Фавионыч. Это канал про человека, среду, технику. Ну и, разумеется, путешествия. Ведь жизнь — это путешествия. Они должны быть приятны. И жду от вас комментарий, какой опыт у вас. Те, кто посмотрит до конца, получат ценный совет. Сделать так, чтобы ваши деньги не ушли в песок. Первый признак, друзья, это вес. Но не вес не тот, который вы планируете нести в сумке, в рюкзаке, а вес самой сумки и рюкзака. Самое главное, друзья, эти принципы никак не связаны с эффективными менеджерами, с какими-то продажами и прочим, то, чего у меня на канале нету. Они связаны с физическими основами этого мира. И этот вес, будет зависеть от второго признака. Второй признак, друзья, это материалы. Из чего, из каких натуральных материалов или синтетических сделана ваша сумка. И используйте только натуральные варианты материалов. Сейчас есть современные материалы, или метаарамиды, или параарамид, это так называемые кевлары, и прочее современное. То, что выпускается нейлоны разной плотности. Об этом у меня огромное количество выпусков. 100-й нейлон, там 200-й, 300-й, 1600-й, 2000-й и прочее. Это прочность и долговечность. Но есть особенности. Натуральные материалы, особенно канвас, это хлопок высокого плетения, конопля высокого плетения, дают вам совершенно другое ощущение тактильное от этих материалов. Существуют компании, которые приверженцы являются классических натуральных материалов, и до сих пор ценник не падает, а только растет. Почему это происходит в 2026 году? Как такое получилось, что рюкзаки, которые сделаны из канваса, из хлопка, из натуральных материалов, вновь входят в моду, при том, что вес их огромен, но есть, наверное, какой-то в этом подвох. Что ж такого необычного в этих рюкзаках? Почему специальные застежки, обычные молнии, без всяких водонепроницаемых конструкций, классическая тесьма из брезента? Ну, ничего сложного в них нет. Но почему это происходит? Ответ вам покажется весьма наивным, но это так. Рюкзак, который не так давно появился у меня, хотя я и пользовался таким рюкзаком, это был первый рюкзак от компании Донки, но по прошествии многих лет эти изделия, например, черный, становятся вот таким. Но самое удивительное, друзья, что эти материалы сохраняют свою тактильность, сохраняют свое удобство, и даже если что-то происходит, то в основном это касается каких-то мелочей из синтетических материалов. То есть, например, может надорваться синтетическая лента. Что не скажешь про натуральный брезент. Он как был, так и остался. И основной вопрос, друзья, как вы считаете, все-таки, какие материалы наиболее пригодны для человека? Искусственные или все-таки натуральные, которые сделаны из деревьев, из растений, которые дают нам энергию? Напишите в комментариях. Поэтому при выборе сумки материалы имеют отношение как к весу изделия готового. Обычно современные материалы более легкие. Но зато при контакте с телом совершенно другой аспект возникает, который не то, что вам нравится, а вы чувствуете комфортно себя или нет. Третий признак, это очень важный, это объем. Объем, который реализован в вашей сумке и в вашем рюкзаке.
И он определяет самое главное, что вы в нем сможете унести. Они могут отличаться по размеру, быть компактными или наоборот большими. Но от этого суть не меняется. Для фотоаппаратов, для какой-то техники, но в первую очередь для вещей, которые вы берете с собой в путешествие. Одежда, вода и прочее, прочее. Вне зависимости, где вы путешествуете, где вы бываете, наверное, он и составляет нашу жизнь. Ведь жизнь и путешествие. Так вот, этот признак – это свобода. Свобода использования вашей сумки-рюкзака и свобода доступа, быстрого доступа. Например, вот этот рюкзак, который очень хорош во многом, и который перетаскал кучу всего разного, и сделан хорошо, и материалы современные. Но доступ к технике практически невозможен. То есть нужно просто его снимать постоянно. И в этом плане я записывал ролики про слинг-рюкзаки, которые быстрого доступа, про рюкзаки специальные, про сумки, которые можно превратить из любой сумки, даже дамской, в любую профессиональную сумку благодаря специальным устройствам, инсертам, про которые у меня тоже есть ролик. Да, и, кстати, друзья, просьба к вам. Наверняка я забыл какие-то принципы, которые для вас более важны, чем то, что я рассматривал про сумки-рюкзаки. Я буду ждать от вас комментариев, отмечаю на все комментарии, вне зависимости от вообще плохие они, хорошие, нравится, не нравится. Поэтому напишите, что у вас было самым таким интересным в путешествии, когда вы получили некий факап. Последний признак, друзья, он самый необычный для вас, может быть, но он ключевой. Это как ваша сумка, рюкзак ведет себя в разное время года. Дождь, снег, песок, жара, низкая температура, высокая, продуваемость, непродуваемость – это погодные признаки. И они связаны со всеми признаками, которые были до этого. Задумайтесь внимательно, почему они связаны с каждым из признаков, которые я предыдущий назвал. Первый признак – вес сумки, рюкзака. Второй признак, сами подсказывайте, материалы. Третий признак – это объем или наоборот. Дальше четвертый признак – свобода доступа, перемещения. И пятый признак, я надеюсь, что вы оцените этот ролик, это времена года. У меня один вообще в другом. Два в одном, как называется. Я с этими рюкзаками был и в жару, плюс 40, даже больше градусов. Был и в мороз, 25-30 градусов. И основная прелесть этого – то, что происходило с техникой, когда я вытаскивал из этих рюкзаков. К сожалению, современные рюкзаки из синтетических материалов этим свойством не обладают. Как вы не спорите, но это так и есть. У меня сейчас за плечами где-то больше 10 килограмм, и я не чувствую каких-то неудобств. Почему? Потому что я правильно выбрал нужный мне рюкзак для продуктов. Да, и кстати, чтобы не стать продуктом, посмотрите мой ролик «Как не стать продуктом». Технологии, которым 50 лет и более, до сих пор живут. Да, они встречаются реже, они встречаются не везде, но они существуют. И даже в старом варианте они приносят радость людям. Ну а если вы захотите облагородить меня за полезные советы, поставьте лайк. Пусть другие люди тоже получат эту информацию, они будут погрязшими в каком-то маркетинге. Поставьте лайк, и я буду благодарен.